Я хотела тебе предложить поделиться полезной, на мой взгляд, информацией. Вот если у кого-то стоит вопрос сейчас благоустройства участка брусчаткой, и мы сталкивались с этим непосредственно сами, когда укладывали брусчатку, швы. Вот у нас был опыт, когда чем бы ни засыпали, да, все равно прорастает трава между брусчаткой. И это очень-очень мешает. Мы ее косили газонокосилкой. Но нам посоветовали добрые люди очень классную штуку. Вот расскажи, что за она и какие там есть нюансы. Так, значит, ситуация следующая. Когда мы укладывали брусчатку, нам посоветовали засыпать швы не цементно-песчаной смесью, то есть цемент с песком, и не просто песком, потому что у этих материалов есть свои минусы. Если делать цементно-песчаную смесь, то есть цемент с песком, и засыпать брусчатку, то когда проливаешь водой, цемент, он красит брусчатку. И, допустим, если она не серого цвета, а какого-нибудь там бежевого, цемент даст этот оттенок, и она будет... Как налет. Ну, она не налет, она прям будет такая серая. И вымоется это не скоро, то есть через пару лет только, и то не всегда. Если засыпать просто песком, да, это дешево, конечно, и сердито, но все равно будет в швах прорастать трава. И вот нам специалист, который нам делал, он посоветовал использовать модифицированный песок. Вот у нас брусчатка, 4 года она у нас уже здесь лежит. И вообще нигде трава не растет. То есть, ну, прорастает кое-где по углам. Ну, вот в таких вот местах. Ну, это нужно будет чистить, потому что там всякая... Нет, там земля просто насыпается, ну, да, и она как бы прорастает. Но здесь вообще ни единой травины нигде. Чем, сейчас я покажу этот песок, чем этот песок, он хорош. Во-первых, он хорошо заполняет. Когда его просыпаешь, он такой, как в песочных часах. Он заполняет полностью все гранулы, швы. Да? Да, он полностью заполняет все швы. И когда проливаешь водой, он не оставляет серых каких-то, ну, вот этих, как от цемента цвета. И если вдруг получилось так, что брусчатка, ну, продавилась под машиной со временем, там, за пару лет, такие, получается, колеи, то ее можно легко разобрать. Потому что если цемент с песком, разобрать очень сложно. Сейчас я его покажу, этот песок. Покажи, какие там есть нюансы. Да, есть нюансы. Водой, да. Вроде там все просто, но сейчас нюанс расскажу. Сейчас. Остался, вот чуть-чуть у меня осталось, вот такой вот песок. Модифицированный для заполнения швов. Так, сейчас я вот чуть-чуть насыплю, посмотрим. Тебе придется ниже, наверное. Так. Вот он у нас как бы вот заполнен, все, вот это уже 4 года вот он. Выглядит он вот так. Он у нас уже просто где-то лежал, чуть сырой. А так он вот, выглядит вот такая фракция. Значит, когда им заполняются швы, допустим, вот, просыпали все, он сам хорошо засыпается во все щелочки, прям просыпается глубоко. Некоторые мастера не знают такую фишку. Допустим, вот так вот они сделали, все, вот просыпались швы. И их надо пролить водой. Что они делают? Нужно вот такой вот лейкой, которая дождиком, ну, душиком таким идет. Не струей, чтобы, а душиком, потому что струей он выбьет его весь. И вот когда вы душиком все проливаете, здесь как бы вода такая остается. Его нужно аккуратно, эту воду, молочко такое будет, оно белое, его нужно смывать, ну, в сторону смывать, или там в газон куда, под уклоном, чтобы это молочко на брусчатке не оставалось. Потому что многие, не знающие, сделали как? Налили, лужи эти пятна пооставались, молочко, думают, ну все, потом сметется и все нормально будет. Она также оставит эти пятна белые, и их нужно будет потом чистить, то есть смыть сразу нужно. Вот. И в общем все. Самое главное,
душиком смывайте молочко с брусчатки. Мы тебя услышали. И все, и будет тогда все идеально. Спасибо. Вещь крутая, действительно, в ней не растет трава, потому что мы так сомневались. Да, по цене это будет дороже, чем песок, но в итоге выгоднее в любом случае. в итоге выгоднее, потому что я знал людей, которые засыпали песком, а потом все равно выметали этот песок, его выдувает ветрами песок, и все равно засыпали вот этим модифицированным. Спасибо большое. Главная новость этого видео, во всяком случае для нас, друзья, мы наконец-то закончили наш огромный проект «Стена из эпоксидной смолы», который вы уже видели, а если не видели, то мы оставляем ссылочку в описании, чтобы вы посмотрели. Проделана огромная работа, вы видели саму стену, но вся загадка заключается в том, что же мы придумали внутри, в сердцевине, которая оставалась пустой. Сейчас нам осталось сделать только монтаж, это тоже очень много работы, потому что отснято огромное количество материалов, которые нужно уместить в маленький короткий ролик, ну еще музыку написать, поэтому буквально планируем в следующее воскресенье поделиться с вами результатами наших споров по поводу цвета и труда, и вы на самом деле увидите, почему же было так много споров. В общем, заранее вас приглашаем. Давай, что ты хотела у меня спросить? Я хотел у тебя спросить... Не спросить, а сказать. Что я хотел у тебя сказать? Да. То, что я сказал... Помнишь, я тебе сказал про то, что Киллиан Мерфи мне нравится, потому что он себя скромно ведет. И ты как-то мне ответила, что я что-то не понял вообще, что ты мне ответила, если честно. Кто бы сомневался. Итак, новая рубрика, друзья. Умные мысли преследовали меня, но я была быстрее. Про Киллиана Мерфи я тогда тебе ответила, что тебе кажется, что он скромно себя ведет. Мне кажется, что это надменность. Понимаешь, как бы у кого что внутри. Я надменная, поэтому я вижу надменность. Нет, на самом деле я хотела сказать про ложную скромность. Вот реально часто из своего опыта были такие ситуации, где ну вот тебе надо попросить повышение к зарплате, это такие базовые вещи, или повышение к должности, или, знаешь, вообще, в принципе, подойти к кому-то за помощью, обратиться. И вот лично я воспитывалась в такой среде, где, в общем-то, ну, скажем так, надо быть скромнее, понимаешь? И ты вот такой вот весь сидишь скромный. А смысл в том, что бывает ложная скромность. Это такая, знаешь, типа я выше всего этого, я не буду унижаться, я не буду просить. Вот это, в моем понимании, ложная скромность. И это одно из проявлений гордыни, за которое по жизни очень сильно прилетает. Почему? Потому что ты вот в этой позиции... я вот не пойду унижаться, просить, допустим, повышения зарплаты, остальные все такие выскочки, я выше всего этого, то есть я выше других, понимаешь? С другой стороны, это не хорошо и не плохо, это способ самозащиты. И в принципе, если мы не говорим про элементарное чувство такта, про нормальную скромность, про воспитание, культуру общения, то вот если вот это есть история, надо, как говорится, через тернии к звездам. Страшно, но надо идти просить повышения зарплаты, должности, надо пробовать, не стесняться, выходить в первые ряды. В общем-то, друзья, не стесняйтесь ложно. Но мы ж про скромность. Ну а что, скромным не надо быть, что ли? Так я же говорю, что есть ложная скромность. Это когда ты думаешь, что вот я не такая, понимаешь, вот это вот пошла там, понимаете ли, выпендривается в социальных сетях, а я не буду ничего выкладывать, я выше всего этого обезьянства. Это грубый, очень грубый пример. Вот это проявление гордыни. А ты можешь, заблуждаясь, думать, что это скромность. Это не скромность. Михаил,
Почему ты это не смотришь в камеру, когда рассказываешь? Учись смотреть в камеру. Ну, вообще, я когда волнуюсь, я обращаюсь к закоулкам своего подсознания и ума, чтобы лишнего не ляпнуть. Поэтому у меня зрачки уходят из поля зрения контакта со зрителем. Учись, потому что зритель хочет видеть твои глаза. Дело в том, что когда я смотрю в глаза, почему-то людям не очень от этого комфортно. Потому что, ну, у тебя энергетика, значит, такая. Ну, вот я хотел тебе еще сказать, Танечка, ты очень и очень красивая женщина. Хорошо очень выглядишь. Спасибо тебе большое, ты тоже. Ты сюда решил зайти? Ну, заходи. Заходи, дружище. Подожди немножко, мы сейчас сделаем съемки, и я тебя угощу. Надо немножко подождать, Пескун. Пескуша. А красивый какой. Да. Он сюда решил зайти. Кракен! Ну иди, подожди, буквально немножко. Кракен, иди сюда. Кс-кс-кс. Иди сюда, иди. Только ты потом руки помой. Ну, я покажу Кракена. Ой же, божечки же, боже, Какой красивый кот. Ой, Какой ласковый кот. Такая тефтеля. Тефтеля такая ласковая. Тефтелой такой. Так, ну все. Потому что он мяучит без конца. Закрывай дверь. Вот под каждым видео практически 1 или 2 комментария всегда связаны с тем, что вот можно ли к вам попасть на обучение, или что нужно сделать, чтобы стать столяром. И как оказалось, по статистике и по отзывам наших комментариев, наших подписчиков, нас очень много смотрит детей и подростков. Это очень круто. Спасибо, ребята, что проявляете интерес к таким, можно сказать, уже древним, но базовым профессиям. Так вот, давай начнем делиться твоим опытом с позиции, вот как будто вот я тебе говорю, я завтра решила составить себе конкуренцию и стать столяром. С чего мне надо начать? Как, наверное, технически и психологически? Значит, смотри, начнем с того, чему учили меня. Сначала от себя хотел добавить, то есть надо сначала понять, для чего ты хочешь овладеть этими навыками, столярными, допустим. Если там вы увидели в интернете, там, кто заливает слэбы эпоксидной смолой и делает там такие столы, круто, и продает, и там на этом богатеет, это одно. Если вы хотите освоить столярное ремесло, классическое, то это совершенно другое. И вы там нравится вам с досками возиться и какие-то полочки делать, то это совершенно другое. И вы хотите там стать мастером в этом. И вот я расскажу вам, с чего начинал я. Меня с чего учили, мастер мой меня чем учил. Первое, что нужно освоить, это найти теорию, ознакомиться с теорией. Немножко, там много не надо. Первое, древесина. Какие виды древесины бывают, какая для чего предназначена, какая влажность древесины при работе должна быть и тому подобное. Это базовое такое. Второе. Нужно изучить ручной столярный инструмент. То есть не электрический, а именно ручной. Это рубанки, различные пилы, поперечные, продольные пилы, стамески и тому подобное. Следующее. Когда вы уже там примерно почитали, в интернете вся информация есть абсолютно бесплатно по этому поводу. Когда вы прочитали про инструмент ручной, про древесину, вы начинаете, купили себе небольшой набор инструментов, и первое, с чего вы начнете, это заточка инструмента, чтобы инструмент был острый. Учиться его точить. Садитесь на балкончике у себя и в интернете читайте, можете видео где-то посмотреть какие-то и учитесь точить инструмент ручной. Далее, после того, как вы научились затачивать рубанки, стамески, ножовки и тому подобное, вы можете уже приступать к каким-то столярным действиям, то есть строгание, изготовление соединений простых, это шип-проушина. Ну и в лучшем варианте, конечно, было бы сделать этим ручным инструментом, который у вас есть, который вы купили, наточили, сделать своими руками табуретку из обычной, простой, нестроганной доски. И только потом уже переходить к каким-то электроинструментам и к станкам и всему остальному выше. Что это даст?
вы поймете, почувствуете, как ведет себя древесина при работе с ручным инструментом. И вы уже будете понимать, как работают направления волокон, какие задиры получаются. Потому что строгаешь в одну сторону — нет задиров, в другую строгаешь — есть задиры. В общем, с этого нужно начать, то есть как бы постигать вот эти столярные навыки. У нас на канале есть очень старое видео, наверное, лет 7 назад мы его делали, там, где я вручную полностью делаю ручным инструментом обычную табуретку. Там подробно показано, как делать шипы, проушины, все запиливать. Мы оставим ссылку в описании и вот здесь. Субтитры будут на всех языках? Там не надо Там не субтитров, там надо. ничего я не говорил, я показывал наглядно, как что делать. Инструменты, Да. действия. То есть для столяра начинающего самое важное — это первое сделать. Своими руками, ручным инструментом табуретку. И только потом уже приступать к более сложным станкам. Подожди, еще скажу последнее. И обязательно при работе с ручным инструментом, с любым, первое, что техника безопасности. Обязательно ознакомливайтесь, в интернете все это есть. Также вы можете найти какие-то курсы, но помните, никакие курсы на блюде вам навыки не принесут. Не заменят свой личный опыт. Да, то есть как бы все есть бесплатно, в интернете любая информация. Берете и строгаете, режете, учитесь. Терпение, труд. Да, все перетрут. И тогда вы поймете, как это, как себя это ведет. Сходу вы так прям супермастером, как бы стать... я учился вообще 3 года. Слушай, а если бы у тебя была возможность заново прожить свою жизнь, ты бы еще раз выбрал бы профессию столяра? Ты знаешь, наверное, да, все-таки выбрал. То есть у тебя была тяга с самого детства к ручному труду? Да, Что-то то есть... изобретать, мастерить? Да, я любил что-то вырезать, что-то соединять какие-то вещи, мастерить, ходил в кружки, самолетики мы делали, кордовые модели. Есть ли какой-то возрастной предел, чтобы начать учиться новому? Да вообще нету. Берите, учитесь делать все, что вам нравится. Что? Что, все? Что резюме? Какое еще ты хотела резюмировать? Что? В общем, если кто-то хочет начать, а судя по комментариям, желающие есть, вопрос только в том, что вот на нашем канале точно есть одно, как минимум, обучающее видео вот с этой табуреткой. У нас, в принципе, все обучающие Да, видео. мы делимся, но если начинать сначала, прям совсем, вот если бы я вот собралась. Да, вот смотреть это видео. Там, конечно, пошла, оно такое... купила древесину, Да. сухую, да? Сухую, конечно. Вот, инструменты, которые показаны, и вперед, погнала. Да. Что-то я хотел, ты меня перебила. Я хотел, как что... обычно. Но ты и так уже очень Я понимаю, ты много, вырежешь, надо же закончить что-то. закончи. Ты уже закончил 300 тысяч раз, Виталик, на самом деле. Я люблю поговорить. Мы все уже прекрасно поняли. Краткость, сестра таланта. Хорошо. В следующем тогда видео я расскажу про электроинструмент, ручной электроинструмент, который надо для каких-то там вещей. Или что мне Не рассказать? обещай, что ты будешь в следующем видео. Мы еще сами не знаем, что будет в следующем видео. Все. Что тогда? Что ты еще хотела спросить? Да Давай. все.